Приветствую тебя, друг, на канале Dolphin Play. С тобой, как всегда, Дельфин. В этой серии мы наконец-то добрались до кампании. Персонажа я довольно-таки хорошо подкачал, и поэтому я надеюсь, что все-таки мы сможем кампанию пройти максимально далеко. Так, давайте же сразу и к этому и приступим. Так, когда проходил харду, я нечаянно вот здесь вот прошел две вот этих миссии, поэтому пройду их через повтор. Как говорится, чтобы не терять нам весь смысл. Вдруг там что-то было интересно, потому что я все ролики просто пропускал. Итак, надежда на исход. Это у нас глава 15, бой мертвых. Айрон вызывает Санжинву, и тот определяется на зов. Отправляется на зов. Блин, читать разучился уже, но ничего, бывает. Итак, поехали. По наборчику вроде оставим все стандартно. Тут оставим водичку. Тут пока оставим вот эту вот штуку. Так, ну набор у меня стандартный чисто для дебафов. Персонаж уже довольно-таки силен, прокачан, поэтому наложение на противника дебафов будет более актуально. Хотя тут, по-моему, сложностей вообще теперь никаких не возникнет. Кампанию я давно не проходил. О, Айрон, как всегда, тупишь, молчишь. Выглядит крупным и сильным. Молодец. Магия цели заряжена. К этой цели нельзя применить извлечение тени. Но я и из него не могу извлечь тень. Бедолага опечалился. Почему ты грустишь? Ты ни в чем не виноват. Ты постарался на славу. Наверное, пора смириться. Здешние монстры не превращаются в тени. Правда, я еще не проверял боссов вроде вулкана. Из вулкана тоже нельзя было извлечь тень, верно? Интересно, когда появится следующий босс? Я довольно высоко забрался и думаю, меня ждет что еще испытание. Тут у нас набор скелетиков, да? Ну давайте, ребят. Так, в прошлый раз мы тут бились, насколько я помню, со скелетом, и мы его завалить по времени не смогли. Кого пропустил? Да, вот он, наш скелетный друг. И вот так вот ты меня сразу сбил, да? Проказ. Хулиган. Ну, говорю же, сейчас вообще прям быстро, моментально падают. Если мы сможем сейчас в этой серии дойти прям до конца игрушки, я буду просто рад наконец-таки узнать. А то вот эта вот долгая прокачка, она кошмар выматывает. И опять ты меня сбил, да? Сволочь такая. Надеюсь, не промахнулся. Не промахнулся, попал. Так ты просто упал? Никакого диалога? Нифига ничего. Ладненько, пошли следующий. Проводник душ, босс.
Достигнув 75 этажа крепости демонов, Сон Чину сражается с проводником душ Метусом. Так, нам нужен один охотник со стихией ветра. Ну давайте возьмем вместо тебя вот такого ветреного другана. О, а ты че без перчатки? А, пособирал, просто покрафтил, но не качал, как говорится, для бафов, для бонусов насобирал. О, а эту локацию я помню. Я в ней сражался, когда был сезон какой-то. Он был последним боссом, я его еле-еле запинал. У него было 240, а у меня что-то около 130, что ли, боевой мощи суммарно. И вот это был просто сущий кошмар. Он убивал с одного удара, там просто одна ошибка и покойник. Ну, друган, подходи. Проводник душ, блин. Серьезно? Ты даже не ему броню порезал? Офигеть. Говоришь, тебя не назвать достойным противником? А когда-то он был очень жесткий. Блин, понял свой косяк. Забыл включить повтор. Ладно, сейчас, значит, убьем его еще разок туда. Почему на каждую миссию надо его включать отдельно, чтобы посмотреть? Включить. Повторить. Да, ребята, мой косяк, не спорю. Прошу прощения. Там же по-любому должен быть и мультфильм, и диалог какой-то. А, ну да, точно. Я думал, в основном скелеты только управляют ордами, а оказывается, вот он кто. У меня еще какие-то две побрякушки возле головы летают. 테티스의 분노 삼켜져! 마무리! 반격의 시간이다. 터져! А, там два скелетика. 터져! Нифига не видно. 빈틈! Промахнулся. Весело. 전부 보여. 니 부서져라. 적 일시. 낭매. Ёшки, я что, сейчас еще и отъеду тут? 반격의 시간이다. 소용없다. Блин, вообще его атаки не знаю, я с ним мало сражался.
поэтому что-то мне тяжеловато даже предугадать, когда он будет бить. 적화를 일시적 낭내 Во. 장난을 잊지 마지. Так, ну давай мы тебя просто, блин, убьем, а то у меня уже воскрешение уже даже потратилось. 사라져라. 언데드도 공포를 느끼. Боится ли нежить смерти? Что ж, думаю, это не имеет значения. Вы победили проводника душ Метуса. 시시한 А, и 사슬을 все, это все, что я пропустил, все, что я не видел. Не густо. Так, ну с Метусом мы разобрались. Наконец-таки мы эту главу закончили. Теперь у нас там какой-то дополнительный режим новый должен открыться. Что за режим, будем смотреть уже тогда в следующий раз. Ну, или под конец глянем. Предметы для победителя. Победив босса, Санчино изучает добычу и смиряется с тем фактом, что из демонов нельзя извлечь тени. О, коробочка. Ключик. Непонятно, что за ключик. Родниковая вода из леса Эхо. Святая вода из родников в центре таинственного леса Эхо, где, по слухам, обитают небесные существа. В сочетании с другими материалами может максимально усиливать их магическую силу и устранять яды. Интересно, где находится этот самый лес? Не говори. Так, а это чертеж священная вода жизни. Вы можете научиться создавать предмет священная вода жизни. Священная вода жизни? Любопытно. Вы получили родниковую воду из леса Эхо. 이 녀석 나보다 Метус 수십 배는 мог 많은 призывать 소환수를 сотни 부르는데 монстров, и у 마법을 него были 활용했어. мощные магические умения. Вот бы превратить его в теневого солдата. И не говори, весело было бы. 역시 그림자 Как и 추적이 ожидалось, я 불가능한 не могу 거였어. извлечь из него тень. Магия цели заражена. К этой цели нельзя применить извлечение тени. Ну, в принципе, как и все в этом подземелье. 이젠 한계야. 더 올라. Я уже выполнил 체력이 задание 떨어지겠어. и достиг своего предела. Если поднимусь выше, у меня закончится здоровье. Вы выполнили обычное задание «Соберите душу демонов». 저주받은 랜덤 박스. Проклятая случайная коробка. 또 열쇠. Почему проклятая? Еще один ключ. Название неизвестно, уровень сложности неизвестно, тип неизвестно. Весело. 어디에 쓰는 거지? Никаких сведений. Впервые вижу подобный предмет. Для чего он нужен? Ну, скорее всего, судя вот по красной надписи, для того, чтобы огрести. 언젠가 필요한 때가 Что ж, 생기겠지. наверное, понадобится когда-нибудь в будущем. В конце концов, в проклятой случайной коробке содержатся только те предметы, в которых я нуждаюсь. 생명의 신. Священная вода жизни. А, ну это мы уже, да, прочитали. 모든 병을 낫게 А 해주는 зелье, 약품이다. исцеляющее от всех болезней, может оно поможет маме? Священная вода жизни. Уровень сложности S. Тип расходуемый предмет. Таинственное зелье, исцеляющее от всех болезней с помощью сильной магии. Для полноценного действия необходимо употребить всю бутылку. 볼칸을 죽이고 얻었던 Я 세계수의 получил 방편. осколок мирового 메투스를 잡고 древа, 획득했던 победив вулкана. 메아리숲에서. Родниковая вода из леса Эхо досталась мне за победу над Метусом. 그리고 마지막 하나. Остался лишь один предмет. 악마왕의 피. Очищенная кровь короля демонов. 기다려줘, 엄마. Держись, 이대로. мама. Осталось немного. Ну да, его цель все-таки мать вылечить, поэтому он сюда и подорвался-то. Так, ну это мы уже все предметы прочитали. Сюжет, обратный режим. Повторите путь Сончину, станьте охотником и примите участие в его сражениях. А, ну это вот это и есть как раз тот самый новый режим. Арена... А, нет, это арена хаоса. Покорите арену хаоса, одолейте череду боссов в случайном порядке. Открыта новая функция. Открыто самоцветы. И... Так, ладно, у меня время будет еще потом. Глянем, как я и говорил. А обратный режим?
Обычный. Обычно. Значит, еще есть сложный. Интересно. Так, давайте глянем. Быстро глянем и вернемся к нашей компании. Так, это у нас самоцветы. Ёшкин, ставьте в ячейку самоцвет, чтобы увеличить свою силу. Вы можете посмотреть в инвентаре, какие самоцветы у вас есть. Понятно, но ни хрена не понятно. Надо будет в этом разбираться. Попробую разобраться, чтобы сейчас глупости не творить. Хотя, погоди. Вернуть вставленный самоцвет невозможно. При смене самоцвета прежний вставленный самоцвет исчезнет. А, вот оно как. А я их как раз просто апал. Я их получал в... Они мне что-то откуда-то падали, не помню откуда. И вот тут вот я их апал вот в такие сразу квадратненькие. Да, вот у меня есть вот такой вот топовый самоцветик. Как я понял, это самый большой уровень. А где-то можно посмотреть вообще виды их? Может, в бестиарии? Нет, это сувениры, это то, что мы получили. А где самоцветы? Самоцветы. Сейчас быстро глянем. Это не то, это не то, это не то. И вот вам, внимание, вопрос. А где эти самоцветы посмотреть, какой максимальный, чтобы заранее к нему готовиться? И не брать всякую бяку. Здесь у нас скиллы исключительно, броня, охотники, тени и оружие. Все, нифига нету. Ребята, если кто-то знает что-то по этим самоцветам, где их посмотреть, то напишите, пожалуйста, буду очень благодарен. То, что я выкатывал вот из этих самоцветов, у меня получились вот эти, из этих через слияние получил вот этот вот и вот этот вот. В итоге у меня вот он один появился, один единственный такой прямоугольный. Но он на броню. Можно ли получить выше? А ну-ка глянем, вероятность, что такое... А, последний самоцвет квадратный. Вон оно что. Значит, все, понял. Вот это самоцвет предыдущий такой. Его можно апнуть в квадратненький самоцвет. Ну, значит, буду мучить до квадратных. Раз нельзя извлечь, можно только заменить. Ну, буду потихоньку поднимать. Вот они у нас простые. Сюда за... А, тут конкретно даже вон на как. Все стихии, то есть ты не выбираешь даже из того, что ты хочешь. Ты берешь просто. Интересно, а эта полоска просто место для самоцветов? Или же это... Или же они дают определенные бонусы по мере вставления? Ну, мне вставлять пока нечего, у меня топовых нету, поэтому... Поэтому я рисковать не буду. Так, ладно, с этим разобрались. Обучалку, связи, это все потом. Режимы. Вот она, арена хаоса у нас открылась. А вот ее мы как раз и видели. Да. Я вот сюда вот в мастерскую сияющего света зашел. Ох, и я тут агрю. Я еле-еле прошел вот этого первого, потом прошел второго, а вот этих не могу. Я только 3 демонов вырубаю, а в конце аж 4-й появляется. Короче, не знаю пока, как ее проходить. А это что такое? А, это обратный режим у нас тут появился. Но я чую, если тут что-то интересное, а тут, как я понял, есть свой сюжет. И, наверное, это да, это будет очередная серия. Нет, ребята, это 100% не последняя серия. Когда мы закончим вот это все главы, придется еще ту проходить, чтобы узнать больше подробностей-то, наверное. Так, поехали. Глава 15.5, 15,5. А, ну тут история. Следующая история. Чтобы поверить в невозможное, нужно испытать это на себе. Санчино неустанно развивается. Еще бы. Давай посмотрим на развитие. Тут типа комикса. Санчино устраивается носильщиком в рейд. Второго эшелона устроенных гильдией охотники. И чего? И мы тут куда-то вошли. Шаг, шаг. Еще шаг. Внутри подземелья. Охотников ждет нечто неожиданное. На ударный отряд нападают орки.
Я хочу... Фига вы еще разговариваете? Встретиться с вами. А ты что, поболтать пришел? А еще... Босс подземелья. Каргалган. Я тебя одолею. А, это тот, из которого мы в будущем тень сделаем, да? Новая основная история. Всемогущий шаман Каргалган. Итак, глава 16. Глава 16. Битв нету. Чисто история, история, история. Ну давайте посмотрим. Повторное определение ранга. Сон Чину решает пройти через повторное определение ранга. Откладывать его не стоит. То есть это он пошел, вот как мы читали. Точно, мы смотрели по сюжетке от наших охотников. Кто-то его увидел, что он пришел определять, или кто-то позвонил кому-то. Что-то мне уж из головы вылетело. Вот это только вчера буквально было, а я уже подзабыл. Ветра перемен. Ну и какой нам ранг дадут? Вы хотите повторно определить свой ранг, верно? Да. Что такое? Ошибка? В чем дело? Смотри, то и дело вылезает сообщение об ошибке. Это не просто ошибка. Измеритель магии не может справиться с такой мощностью. Он 10-й охотник с ранга в Корее. Вам известно, кто помог охотникам в недавнем происшествии за Красными Вратами? У меня есть подозрения, но мы еще не собрали все факты. Понимаю. Пойду проверю. Я с вами. Хочу сам посмотреть. Ух ты! О, чувак зашел. Глава гильдии охотники. Чонин. Значит, это 10-й охотник с ранга в Корее? У вас найдется пару минут? Простите, мне некогда. Он исчез без следа? В смысле, тенью, что ли, ушел? Что здесь делает Пэк Юнха? Он выглядит так, словно... Происшествие, случившееся во время обучения, таинственный охотник, пришедший на помощь выжившим. Скорее всего, это Сон Чину. Вечный сон, неспособность вернуться в сознание. Эта болезнь появилась после того, как стали открываться врата. То есть кома или что-то воздействовало. Я, кстати, вот не помню подробностей, что случилось. Мне все кажется, будто ты сейчас откроешь глаза, и болезнь останется в прошлом. Потерпи, скоро я спасу тебя. Только не сдавайся. О! Ученичхоль, здорово. Ну, зашел, о чем молчишь, сказал бы хоть что-нибудь, привет там или еще что-нибудь. Кое-кто хочет с вами встретиться, господин Сон. Прошу вас, пройдемте со мной. Это президент Лиги Охотников Коконхе. То есть ты даже без здрасти, без всего, никакого уважения, блин. Никакой этики. Здорово, дядя. Господин Сон Чину, рад с вами познакомиться. Меня зовут Коконхе. Поздравляю с получением С-ранга. Я еще не прошел повторную проверку. Если честно, проверки не имеют никакого значения. Эта процедура нужна скорее для отсрочки. Да, она дает нам время подготовить... поговорить с охотником вроде вас, господин Сон. Как вам известно, в Лиге, несмотря на ее размер, не так уж много выдающихся охотников, таких как господин У. Кто захочет вступать в Лигу, если крупные гильдии могут обеспечить
несравненное богатство и славу. 저희는 기업이 아니기에 А мы не корпорация, поэтому мы не обещаем золотых гор, однако я могу предоставить вам другие преимущества. 지금 이 나라를 Охотники 지탱하고 защищают народ от монстров, они опора страны. И вся их деятельность контролируется Лигой Охотников. Я могу сделать вас одним из нас, господин Сон. Он сейчас, как всегда, скажет, не интересует. 고건희 회장이 등을 밀어 Я знаю, что поддержка господина Ко – это залог успеха. Такой шанс выпадает не каждый день. И все же. Я же говорю, сомнения его одолеют. У него одна цель – родню спасти, а остальное ему по фонарю. 죄송합니다. Простите, 제가 있어야 할 곳은 мое место в 완전 아니라고 подземельях. 생각합니다. Поверить не могу. Судя по его взгляду, он настроен серьезно. Не помню, когда у меня в последний раз так же горели глаза. Будь я на 10-20 лет моложе, тоже мог бы сражаться плечом к плечу с молодыми охотниками. Кстати, я что-то не заметил, у него глаза такие были изначально, или это они сейчас изменились? 동생이 혼자 집을 지키고 있어서 Моя младшая сестра одна дома, так что мне пора идти. 시간 내주셔서 Спасибо, что уделили время. Что скажешь? Крупные гильдии непрерывно нанимают охотников, даже сейчас, пока мы с вами беседуем. Как только Лига потеряет влияние, они превратятся в бешеных собак, сорвавшихся с поводка. Мне казалось, что я должен оставаться у власти, чтобы демонстрировать всем силу Лиги, но, похоже, я ошибался. Ну хотя да, блин, ну логично бы вступить в Лигу, но куча волокнита, он боец, и опять он преследует свои цели, чего он хочет, немного непонятно. Основная эта цель ясна, он хочет вылечить мать. Но после того, как он ее достигнет, что он дальше будет делать? Сон Чину ищет снаряжение, которое защитит от огня, чтобы продолжать покорять крепость демонов. Подготовка к покорению. 악마성 상층을 오르려면 장비가 Чтобы преодолеть верхние уровни крепости демонов, мне понадобится снаряжение. Оно должно защищать от пламени и огненного поля. 헌터 옥션에서 찾아볼까? Изучим-ка ассортимент аукциона охотников. Это типа ты? 뭐가 이렇게 비싸? Почему цена так высока? Едва ли мне это по карману. 원하는 아티팩트를 Вряд ли мне удастся 역시 заполучить 파멸을 нужный 없앨 артефакт, 수밖에 없네. если я не продам сферу алчности. Эй, чувак, ты ее обещал этому охотнику, ой, тени своей, какой продавать? 내가 이걸 Нет, нужно 어떻게 продавать ее на 해야 черном рынке. Это вполне законный предмет, но проблема в том, что мне придется объяснить, как эта вещь попала ко мне в руки. И급 헌터가 Когда люди узнают, что охотник Яранга продает мощный артефакт, который больше нигде не найти, обо мне поползут слухи. 하다못해 A급 Вот 게이트 если бы я 필요없었으면 официально 좋겠지. посетил врата Аранга или вроде того, мой товар не вызвал бы таких подозрений. Но у меня всего лишь Е-ранг, и никто не пустит меня в рейд высокого ранга. 모집하는 곳이 있죠. Кто-то хочет нанять охотника низкого ранга. И급이시라고요? У тебя Е-ранг? 네, Да. 긴장하지 마세요. Здесь полно охотников вроде тебя, Чину, так что не переживай. Это прошлое или это настоящее? Наверное, все-таки настоящее. A급 Значит, это 게이트. врата Аранга. 상급 던전을 Хочу 직접 увидеть 눈으로 врата 보고 싶다. высокого ранга своими 언젠가 глазами. 나도 Рано или поздно мне все равно придется их посетить. 이번 던전은 Это подземелье довольно большое. Что-то я таких монстров не помню. Искра. Так, что за предмет? Лицензия главы гильдии. Лицензия на право занять пост главы гильдии. Чтобы ее получить, охотник должен совершить не менее 20 успешных рейдов и сдать простой письменный экзамен. Я готов. Осталось лишь уговорить отца. Это этот, как его? Ючиха. Его вроде тема. Так, роль команды поддержки.
А путь в подземелье открыт, и Чино отправляется туда вместе с командой добытчиков. Поехали. A급 게이트 내부는 넓고 Размеры подземелья Аранга поражают воображение. 게이트의 등급이 높은 Ранг 만큼 врат зависит от двух факторов – размера и уровня магии. Поскольку это врата Аранга, внутри должно быть множество сильных монстров. 채굴팀보다 한 발 먼저 Команда 던져도 собирателей 벌써 вошла во врата 벌써 한참 перед 작업 중. командой добытчиков, и они уже вовсю работают. Дальше будет очередь добытчиков, верно? A급 게이트에 들어온 Ты 건 должен быть 처음이라 слегка 보는데 ошеломлен, раз это твое первое посещение врат Аранга. 일반 몬스터는 다 Да, 제거했다고 монстры здесь куда крупнее, чем я ожидал. Я знаю, что ударный отряд убил всех монстров, но босс-то все еще жив. 그렇지. 보스를 죽이면 Ну да, ведь 게이트가 врата 빠져. закрываются сразу после убийства босса. Нельзя побеждать босса, пока собиратели и добытчики не закончат работу. 만약 보스가 А 보스방을 что случится, 뛰쳐나오면 если босс 어떻게 вырвется 되는 из убежища? 그런 경우는 거의 없지만 Такое случается 그렇게 редко, 되면 но в 많이 этом 남아있는 случае все 사람은 охотники в 죽겠지. подземелье, скорее всего, погибнут. Охотники или добытчики? 거죠? 안 무서우세요? Прямо у нас под боком сидит жуткое чудовище. Вы что, совсем не боитесь? 전혀. 내가 헌터 Абсолютно. 스테이시라는 Я уже 수련 3 동안 года работаю 그런 на 사고는 гильдию 한 번도 охотники, и ничего такого не случалось ни разу. 때로는 Что ж, 모르는 게 меньше значит меньше знаешь, крепче спишь. От магических волн, излучаемых местным боссом, у меня мурашки бегут. Он сильнее вулкана и Метуса. 이런 걸 공략하려는 Я 최종 впечатлен. 차이도 대단하지만 А, A급 레이드 Ч- 팀도 Чве, Чонином и... Чонином и Хейн. Ведь они собираются сразиться с опаснейшим монстром, но и остальные участники рейда Аранга вызывают уважение. Несмотря на низкие ранги, все они играют важную роль. 점심시간이다. Перерыв на обед. 솜씨는 Сон, 알아? ты идешь или нет? 저는 괜찮습니다. Я 미리 сыт. 먹고 와서요. Поел перед рейдом. 그래? 그럼 Ну, как 편한 대로 знаешь. 겨우 혼자 남았어. Наконец-то я 이렇게 один. 좋은 Нельзя 기회를 упускать 놓칠 столь 수 없지. редкую возможность. Что за редкая возможность? Что там творится? 앞으로 약 1시간의 У меня есть около часа свободного времени. Схожу посмотреть ненадолго. Это гигант? Сразу понятно, что он силен. Намного сильнее Метуса. 지금의 나라는 Я знаю, что справлюсь, и все же. 보스를 처리하면 안 Еще я 돼. знаю, 이성은 что 남아있다. не должен побеждать босса. 그냥 Может 지금 рискнуть? Нафига? Чувак, нафига подставляться? 지금 거기서 Что ты здесь делаешь? 길을 잃어 그만 О, 여기까지 я заблудился. 길을 잃었다고? Заблудился? Эй, а ее ты не обманешь. Уходи отсюда, здесь живет босс. 어서 밖으로 나가세요. Беги как можно скорее. 죄송합니다. Прошу прощения. Все, у нее голова еще кругом поедет. 저기 Постой. Как песик. Он не источает мерзкого зловония? 당신 헌터 Ты точно охотник? 이- Охотник Еранга Сончино. Ну, ее ты не обманешь. 아닙니다. 조심해서 Ладно, 돌아가세요. неважно, будь осторожнее по дороге. 좋은 냄새. У него весьма приятный запах. 수고했어, 성씨. Хорошо, сегодня потрудился Сон. Благодаря тебе мы закончили работу на 2 часа раньше. 내일도 Можешь и завтра нам помочь? 내일은 A 공략 В завтрашний рейд пойдет ударный отряд Б вместо отряда А. Ударный отряд Б? 내일 어디로 Куда мне 보내면 приходить завтра? Офигеть, у него иной запах. Это как, блин? Так, международная лицензия охотника. Лицензия охотника, который может получить любой охотник, зарегистрированный в уполномоченной организации. Она необходима для участия в зарубежных рейдах, организованных совместно с иностранными гильдиями или в рамках международного сотрудничества на государственном уровне. Кстати, мне надо бы продлить международную лицензию охотника. И это да, но не забывай, за тобой еще Тонсу охотится. Так, контракт на подработку. Контракт на подработку в команде добытчиков гильдии охотники. Поскольку контракт составлен крупной гильдией, он не нуждается в дополнительных правках.
Не так уж плохо, учитывая их зарплату. Так, это мы... у нас тут и есть две побочные главы, да? Здесь чисто история, здесь история и 3 битвы. Но побочную главу мы не пропустим. Давайте, наверное, быстро вот отсюда награду заберем. Она мне пригодится. Так, это тоже забрать. Отсюда тоже забрать. И теперь у нас идет побочная глава «Клятва мести». Так, жгучая месть. Ван Тонсу приходит в себя в больничной палате. О, как я и говорил, Тонсу, добро пожаловать. Клятва мести. Значит, это был не сон? Чего вам надо от неудачника вроде меня? Если хотите что-то сказать, скажите и оставьте меня в покое. А ты уже в Корею прилетел? Я хотел лично задать вам один вопрос. Вы уверены, что Сон или Хван — монстр? Намекаете, что я напал на человека? Это съемка с камеры видеонаблюдения. Видеонаблюдение места, где показаны события того дня. Никогда не слышал, чтобы монстры пытались помочь людям. Вы по-прежнему считаете, что он монстр? С другой стороны, вы когда-нибудь слышали, чтобы за вратами находили людей? Я не могу ошибаться. Он монстр. Что ж, ладно, когда вам станет лучше, загляните в бюро. Вам нужно заполнить кое-какие формы. А что Сон или Хван? Что с ним случилось? Исчез вскоре после боя. Бюро пытается его разыскать, но мы не уверены, что сможем поймать монстра, который оказался сильнее вас. Проклятье! Какое унизительное поражение. Эй, чё, Валера, не справился, да? Папашка-то не по зубам оказался. Это что такое? Даже не смейте соваться в Корею. Я говорю, это не из страха за сына, а чтобы сохранить вам жизнь, иначе даже после смерти вам не обрести покой. А он это ему сказал сейчас или или во время боя? Что-то я потерялся. Не обрести покой даже после смерти? Да как он смеет мне угрожать? Я уже знаю, куда он направился, но для погони мне требуется кое-какое снаряжение. Надо связаться с гильдией. Когда я получу нужные артефакты, поймать его не составит труда. Как только заживут мои раны, я порву его на кусочки. Валера, тебе мало было? Ты же огребешь. Жить, что ли, надоело? Хотя, что ждать от человека, которым движет чистая месть? Глупо. Так, побочная глава 2. Охотники. Так, а у нас тут одна история и 3 битвы. Сон Чину прибывает к вратам, чтобы принять участие в рейде гильдии Охотники в составе команды добытчиков. У тебя Е-ранг? 네. Да. Подожди, это что, тот же или другой? Здесь полно охотников вроде тебя, Чину, так что не переживай. Такое ощущение, что это повторение, мы же только что смотрели. Значит, это врата ранга. Хочу видеть врата высокого ранга своими глазами. Да точно, рано или поздно мне придется их посетить. Да точно это было. Вот только что же смотрели, только в другом месте. Это подземелье довольно большое. Ну посмотрим, может тут что-то новое будет. Пропускать я его точно не буду. Мало ли. Это, наверное, сейчас будет... Это напоминание, что там типа это произошло. И сейчас у нас будет то, что там произошло по факту. Да, вот за этих двух ребят. Это их история.
Хейн решает провести боевую демонстрацию для охотников-новичков. Образцовый работник. Поехали. Так, кого возьмем? Кого возьмем? А вот у тебя есть щит, что ли? Да, пролом нужен. Ну давай пролом. Значит, возьмем подругу нашу с проломом. Образцовый работник. Ну да, там было что-то написано. Эти монстры весьма крупные, однако из-за своего размера они довольно медленны. Для опытных охотников они не опасны, но новобранцам придется попотеть. Госпожа Чха, не хотите устроить наглядную демонстрацию? 네, 그러죠. Ну, конечно. На вас можно положиться. Я вас поддержу, но постарайтесь не мешать. В смысле? Это ты тогда постарайся не мешать? 준비하세요. 건무. А, точно, это же не мои охотники. Они же по умолчанию, у них тут свое оружие, свой уровень. 창공을 가르는 나오세요. 놓칠 수 없어. 자, Так, тут босс? Да, каменный. Каменный голем. Ай, давай, дружище, подходи. 전부 부숴줄게. 가지지 않아. 뭐라고? 온 힘을 다해서 И у меня подруга толстая стала, хрен ее пробьешь теперь. 온 힘을 다해서. 충분히 수룡의 힘으로. 자. 끝이다. 성공. 기회는 한 번뿐. 나오세요. Просто в щепки. 만족스럽네요. Так, наверное, не через далее, а через выход, чтобы прочитать там, что еще будет написано. Так, демонстрация навыков. Опытные участники команды приступают к работе. Ну, хорошо, приступаем. Мы тоже работаем. Так, тут ничего нету, давай возьмем 날 믿어도 좋아. вот эту вот девчушку. Мне она что-то больше всех нравится. Ну, наверное, из-за того, что Самонер ленивая. 준비하세요. 간다. 거점 발견. 나오세요. О, 가벼운 훅튀기자. 꿰뚫어 어둠의 끝에 빛이 있다. 공간이 참. предлагаю пройдите в кругу, чтобы подготовиться к массу. А! Что-то я затупил. Это что за круг, что за ерунда? 건무. 특성. 빛의 나오세요. А, вон, что ты сюда встаешь и типа не замерзаешь. И все? 당연한 결과는 Интересно.
Хорошо, ладненько. Так, и последняя битва, это, наверное, битва с боссом будет. Первое впечатление. У команды остается мало времени, поэтому она спешит к выходу. Так, у тебя тоже есть пролом, значит возьмем 실수 안 обратно 할게. Со. Со у меня мастер пролома. Из всех, кто у меня есть, это лучший, кто у меня пробивает броню. Или правильнее сказать, ломает ее. 준비해. Привет, ребята. 더 빠르게. 나오세요. 자. 자, 헛. 자, 헛. Да, кстати, мне говорили, что этот чувак не умеет критовать. Ребята, вот мои интересные наблюдения. У меня этот чувак критовал. Это, скорее всего, был какой-то баг. Поэтому, когда я писал, что он критует и все нормально, это было на тот момент. Потому что даже по описанию он не может критовать. Его криты как-то на 40% от его критов в урон, что ли, уходит. Не помню точно. 뭐라고? 온 힘을 다해서. 반격해야지. 힘이 충분히 Да, кстати, а вот тут я брони прям поболее. 확실해. 뭔가 올 거야. 소룡의 힘으로. 자! 배치다. 감목. 더 강하게. 기회는 한 번뿐. 나오세요. 폭풍이 올 겁니다. Подруган сломался. 너무 밝은 Не люблю тех, 그다지 좋아. кто светит ярче меня. Ух ты, это прям... Да, с такой силой своих можно вообще легко порешить. 안전하게 Я вас 모시겠습니다. сопровожу. Ударный отряд выходит. Всем взять снаряжение, мы скоро заходим. 이 사람들이 Это элита охотников, лучший ударный отряд в Корее. 그리고 저 여자가 А та женщина заместительница главы гильдии. 길드마스터 S급 차. Хейн, охотница из ранга. Что это? Я почувствовал чье-то присутствие. 임무 완성. Да, от ее носа не скроешься. Это прям как собака-поисковик. Унюхает тебя везде. По твоей силе. Она же у нас вроде чует запах манны. И чем сильнее вонь, тем больше манны. А почему у него запах другой? Так, глава 17. Носильщик С ранга. Ух ты, как тут много. Не, ребята, тут много, так что давайте, наверное, это мы уже отложим на следующую серию. С ней затягивать не буду, сразу выпущу. И думаю, 17-18 главу мы пройдем быстро. А сейчас предлагаю глянуть вот этот вот режим. Я не знаю, что это за режим Арена Хаоса. Давайте вместо быстро ее глянем. Так, Арена Рассвета, Арена Мертвых. Не знаю, мне больше нравится слово Арена Мертвых. Волна 1, волна 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 волн. И как это работает?
Давайте попробуем, глянем, разберемся. А, мы тут получаем... А, вон оно что, в зависимости от арены, в какую арену лезешь, те у тебя эти и даются. Цвет, снижение урона, дополнительная защита, защита. Тут все в защиту, зелененькие, а синенькие увеличение, улучшение получаемого лечения, здоровья и дополнительное здоровье. Ну, в принципе, прикольно. Давайте уйдем в арену мертвых все-таки. Итак, посмотрим. Для активации нам нужен ключик. Серьезно? А вторую мы не можем, пока первую не прошли, да? А ключей у нас ограничено. Ладно, погнали. Для входа сведения о награде. Так, 2. Рекомендуемая тьма. Так, тьма есть. На всякий случай возьмем тут тоже тьму. Вот эту вот, мало ли, вдруг там кому-то что-то сломать надо. И тут у нас как раз по тьме. По ребятам, ну, в принципе, все правильно. Это что, когда монстр накладывает заморозку, сам монстр временно имеет иммунитет. Не иммунитет. Ну, отлично, ладно. Берем ребяток на дебаф. Арена хаос. На арене хаоса вам предстоит сразиться с боссами, которые что-то там. Ладно, сам посмотрю на повторе, потом прочитаю нормально. И... Гоблин-заклинатель. Здорово, друган. 꽤 수준이 높은 적이야. 마무리. А, там вон сзади еще этот эльф ходит, брой. 적화류 일시. 낭. Второй. Еще за ерунда была. А, у нас все эти вместе. Вон оно что. А, ну мы их быстро вырубили. Тут, оказывается, твои охотники вместе с тобой сражаются. Прокурор, здорово. Да тут, в принципе, не... Ну, по крайней мере, на первом я бы не сказал, что сложно. Так, 2 булыжничка и вот это вот хорошо. Вообще приятненько. Ладно, давайте глянем следующий. У нас 3 ключика есть. 3 ключика потратим как раз и на этом серию закончим. Да, волна 2 открылась. А вот это, я так понимаю, какое-то время одно, какое-то время другое, какое-то время третье. Здесь и везде надо свои волны пройти. Интересно, а когда они обновятся, волны надо заново проходить или они уже типа открыты? А ну, тут везде нужно со стихией тьмы, да? А что нам даст это задание? Да, давай возьмем. Так, тут... Сюда нам надо взять... Тебя мы оставим, тебя мы оставим. Вот вместо тебя, подруга, нам нужен кто-то темный. А темный у меня есть только один. Это вот этот вот. Так, ну давай, дружище, мы тебя тогда оденем, потому что ты у нас не одетый от слова совсем. Вот так вот. Интересно, конечно, тебе рекомендуемый комплект. Ну ладно. И надо тебе какое-то оружие дать. Ты же у нас с ножиком играешься. А что, давай мы тебе отдадим вот этот вот палку замораживалку. Или нет, дадим вот это вот. Здесь здоровья больше, ты будешь чуть потолще. Лучше ты подольше поживи просто. Во, вот так вот, пойдет, поехали. Которые будут появляться один на смену другому. Ну, в принципе, можно и так потихоньку прочитать. 자, 해볼까? Брига. 저건 내 거다. Так, Брига и Вервульф. 빈틈 Начнем с тебя. 바로 끝내주지. Так, теперь Брига.
вторая пачка. Ящерица. 2 ящерицы и Вервульф. 일성 먹을까? Так, 3-я пачка. О, орк-мясник. А вот тебя его еще не видел. Здрасте, вот это ты ко мне приехал. 소용없다. 적화다. 일성 낭 И хорош крутиться. 시시한 상대로군. Ну-ка, сделали на 3? Сделали. Так, интересно, что они нам дадут, кроме этих блин, как называют? Кроме 45 самоцветиков. Даст ли бонус какой-нибудь на прохождение именно этой комнаты? Так, 3-я арена открылась, и для нас это последняя арена. Ну-ка. Нет, никакого бонуса, просто тупо мы получили 45. Ну, понял. Так, ладно, 3-я, здесь 242. У нас тут гоблин, паук и вот эта вот мерзость. Гоблин с броней, паук с броней, скорее всего. Вот этот вроде без брони. Ну, давайте. Чё бы нет. А, о, смотри, а тут уже больше идут. Большие. Идет на 10-м, ну-ка. А, на 10-м тоже идут треугольники, и их надо будет крафтить. Ну хорошо, понял. Во всяком случае, мы теперь знаем, где их фармить. Так, пошли, 3-я. Так, ну, оставляем, в принципе, также. У нас по тьме дядька, который должен защиту ломать. Все как нужно. Режим, в принципе, интересный. Мне нравится. Да-да-да, здоров, Хобгоблин. Сейчас, подожди, я бегу. А, у вас трое даже тут с броней, да? Даже вернуться не смог. Больше не понял. 마무리. 테티스의 분노 켜져라. 일성 Так, теперь паукастый. А потом будет скелета. Паук с кем? 상상 이상. Паук, скорпион и демон. Да ладно, я тебе броню сломал. Таким методом. Офигеть, всех убил. 끝내주지. 일성 Да я тут и здоровье, честно говоря, дофига потратил прям. 전부 보여. 마무리. 일성 훌륭한 양분이 되겠어. Так, а теперь скелет. С кем скелет будет? 상상 이상으로 один? 강적이야. 반격의 시간이다. 느리고 테티스의 분노 켜져라. 적관 일성 Так, а он еще... А, он должен встать же в конце еще. 시시한 상대로군. 사라져라. Лови ультимейт по шапке, блин. 휴식을 취해. 일성 Блин, не люблю скелета, вообще не могу поймать его удары, как он бьет. Не могу привыкнуть. 전부 보여. 빈틈
일섭. 일섭. Так, а ты сейчас еще должен встать, скотина, да? Конечно, как же без этого? 마무리. 일섭. 테티스의 분노 삼켜져라. 적화력 일시. 낭매. 반격의 시간이 느리군. 일섭. 장난은 Так, все, покойник. Ну вот третьего мы прошли, чую, дальше прям будет нам жестковато проходить. Ну, во всяком случае, есть уже что фармить, это уже интересней. Дополнительная проходка. Так, ключики у нас закончились, следующие ключики будут в следующий раз, но... Все, ребята, на этом, пожалуй, мы сейчас закончим эту серию. Так что не забывайте бабахнуть лайкосик к этому видео. Также не забываем подписываться на канал и бить в колокольчик, чтобы не пропускать свежие выходы. А свежие выходы по этой игре, а также по другим будут выходить теперь постоянно и регулярно. Так что не забываем про это. Залазим. И если хотите чем-то поделиться, указать на ошибки, то пишите в комментариях, буду их, конечно, читать и благодаря вам улучшать свой контент. Но надолго с вами не прощаюсь, так что удачи тебе в игре и реале. До скорых встреч!